Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. Давно не выкладывал ролики на своем канале, был занят наведением порядка в коллекции и каталогизацией имеющихся в коллекции банкнот. Это дело очень затратное по времени, особенно когда в коллекции много банкнот. По моему последнему подсчету в моей коллекции около 3000 банкнот. Сделал цифровой каталог своей коллекции, где распределил свои банкноты по странам, годам выпуска, модификациям и так далее, тому подобное. Для этого я использовал программу Excel. Всем известный редактор таблиц отлично подходит для этой цели. Пытался я использовать другие программы, но они мне показались не совсем удобными. Есть хорошая программка Collection Studio для этого, но в ней я бы застрял надолго. А в Excel я почти закончил это дело. Осталось только банкноты СССР 1961 по 1991 год распределить и банкноты современной России разложить по полочкам. Вот что в итоге у меня получилось. Такая вот таблица, такая шапка, где страна, потом номинал, год, номер по каталогу, примечания. Здесь я отмечаю отличия по разновидностям. Дальше типография, серийный номер, материал банкноты, размер, состояние, количество, цена с доставкой, ну и продавец, у которого или магазин, где я покупал банкноту. И все в алфавитном порядке, по странам все распределил. Все банкноты, которые имеются у меня в коллекции. Получилось 184 страны и почти 3000 банкнот. Друзья, напишите, как вы ведете учет своей коллекции, какие программы для этого используете. Давайте поделимся опытом друг с другом. Ну а я перехожу к основной теме этого видео. Сегодня у меня очередное пополнение. Получил вот такое письмо. Конверт я уже вскрыл. Внутри находится конверт с пупырышками. Внутри находится еще один конверт. А в этом конверте видим еще дополнительную упаковку. А вот и сами банкноты. Это инвойс. Сделаю экран поближе и рассмотрим банкноты по отдельности. Также я не забываю про защиту рук от банкнот, точнее наоборот, банкнот от рук. Итак, первая банкнота. Филиппины. 5 песо, 1995 год. Недатированный выпуск 1995-97, а также 1998-2012 годов с 5 типом печати Центрального банка Филиппин. Было выпущено в этот период 7 номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 песо. Эти банкноты аналогичны предыдущим выпускам, но была введена новая печать, пятый новый тип печати Центрального банка Филиппин, который был нанесен на все эти банкноты этого выпуска. Лицевая сторона банкноты. Портрет Агинальдо Эмилио, годы жизни 1869-1964. В 1897 году первый президент независимой Филиппинской республики. Правее портрета видим новый 5 тип печати и рядом мемориальная табличка со стены церкви, которая находится в 42 километрах от Манилы, столицы Филиппин, заслужив титул «Колыбель демократии на Востоке», самое важное религиозное сооружение на Филиппинах. Здесь состоялся Первый Филиппинский конгресс, Национальная ассамблея, более известного как Конгресс Малолоса. Это привело к разработке Конституции, которая была ратифицирована в 1899 году, а после ратификации Конституции филиппинцы смогли провозгласить Первую Филиппинскую республику. Именно из-за этого церковь окрестили колыбелью демократии на Востоке. Имеется водяной знак, портрет Эмилио Агинальдо,
и сегментированная защитная нить. Оборотная сторона банкноты. Сцена провозглашения независимости от Испании 12 июня 1898 года. На этой сцене первый президент Эмилио Агинальдо размахивает флагом со своего балкона в Кавите. Кавит – муниципальный центр в провинции Кавите на Филиппинах. Место, где родился первый президент Филиппин и место рождения филиппинской независимости. Размер банкноты 160 на 66 мм.